Сегодня я готовлю фрителла ди меля или яблочные пончики по-итальянски. Очень-очень вкусные и очень простые в приготовлении. То, что нам понадобится для приготовления фрителла ди меля, перед вами. К 2 яйцам добавляем столовую ложку сахара и венчиком перемешаем. Добавляем 200 мл молока, 150 грамм муки. На всякий случай хочу вам напомнить, чтобы вы не забывали просеивать муку, неполную чайную ложку разрыхлителя. И также вы можете добавить корицу, но это по желанию. Я, например, очень люблю корицу, поэтому я добавлю немножечко. И перемешиваем до образования равномерной массы. Всего лишь пару минут и тесто готово. Теперь откладываем. Подготовим яблоки. Для этого вначале очистим кожицу. Нарежем дольками примерно около полсантиметра толщиной. Серединку яблока, вот где семена, мы аккуратно вырежем. Продается специальная штука, которой легко можно вытащить вот эту всю середину, но я пока не приобрела. Если у вас есть, конечно, воспользуйтесь. Если нет, то так же, как и я, вот так аккуратно вырежьте вот эту всю сердцевину отсюда. Яблоки подготовлены. Теперь, чтобы они не почернели, конечно же, нужно их залить лимонным соком. Здесь у меня сок от 1 лимона. Вот так аккуратно все заливаем, чтобы яблоки сохранили хорошую форму. Яблочные пончики мы будем обжаривать во фритюре. Так что подогреваем растительное масло до нужной температуры. Напомню, что это около 150 градусов. И начинаем обжаривать. Нарезанные яблоки опускаем в это тесто. Растительное масло подогрелось, и теперь опускаем наши яблочки сюда. Яблочки во фритюре обжарены, осталось дело за малым. В эту красивую тарелку я добавлю сахар. Вы узнаете, кто это? Это Эльза и Анна. Это любимые герои моей дочери. Обычный сахар мы засыпем сюда. Рекомендую добавить сюда корицу. Корица очень подходит к яблокам. И вот так вот перемешаем. Теперь берем наши яблочные пончики и обмакиваем их в сахаре. Как вы помните, мы практически не добавили сахара в тесто, поэтому вот этот сахар им очень-очень нужен. Вот и все. Итальянские яблочные пончики готовы. Я уже не могу ждать, я буду пробовать. Очень и очень вкусно. И, кстати, если ваши дети не особенно любят яблоки, это прекрасный способ познакомить их с яблоками. Если вы регулярно смотрите наши рецепты, я думаю, что вы убедились, что все рецепты на нашем канале очень и очень хорошие. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте, я вам очень рекомендую. Приятного вам аппетита! Спасибо за то, что смотрите, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.